Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня снова делаем с вами макарон. И опять на итальянской меренге. Как я увидел, самая любимая ваша рубрика — это макарон. И начнем. У меня тут идет миндальная мука с сахарной пудрой просеянная. Сахар обычный. Как-то меня спросили, что за сахар, какой может быть сахар. Просто обычный сахар с магазина. 2 белка, соль, лимонная кислота, вода. И краситель у меня тут идет двух цветов: синий и красный. Первым делом добавим белки в нашу дежу. К ним же отправляем соль и лимонную кислоту. И смотрите, друзья, можете вы просто соль добавить без лимонной кислоты. Тут уже на ваше усмотрение. Ну и первым делом замешиваем марципан и отставим в сторону. Я тут делаю небольшое углубление. Да, друзья, и белки обязательно комнатной температуры. Достаньте заранее. Но, конечно, не состаренные. Как во многих видео говорят, что состаренные. Это опасно. Краситель у меня идет красный. Это у меня Конди Про вишня. Я чаще всего использую сухие красители. И тут прям чуть-чуть на кончике получается, чайной ложки. И я хочу, чтобы у меня получилось не слишком ярко красное, а чуть-чуть загасить красный цвет, поэтому у меня еще тут идет краситель от Гусман. Не помню, как он называется. Лазурный берег, по-моему. Синего прям буквально чуть-чуть, даже меньше, чем красный, просто чтобы загасить сам красный цвет. И еще нужна будет лопатка с усилением. Обычные лопатки пластмассовые не подойдут, потому что они быстро ломаются. Ну и тут замешиваем наш марципан. Прям с сильным с усилением, чтобы у вас полностью сухая часть вымешалась. Все, марципан наш готов. И, друзья, смотрите, если у вас не собрался в шар, то значит у вас дальше дела нормально не пойдут, так сказать. Значит, у вас либо мука жирная, либо идет влажно. Ну, влажно можете его подсушить, а жирно уже ничего не сделать. Тем временем я отправил сотейник в воду. Дальше добавляю сахар. И, друзья, берите сотейник обязательно с толстым дном. Также нам понадобится термометр. У меня такой термометр идет с щупом. Ну, тут уже любой, какой у вас будет. Но термометр обязательно, потому что на глаз навряд ли можете хорошо. И пирометр. Пирометр — это чтобы в дальнейшем измерять температуру белка. Ну, я не всегда использую пирометр, я уже примерно на глаз знаю. Все, теперь не мешаем. Просто оставляем сахар равномерно топиться. Как только пойдут, ну, как сказать, первые бульки, начинаем просто покачивать со стороны в сторону, чтобы сахар расплавился. И я смотрю, как у меня получается температура доходит до 114 градусов. Я уже включаю, получается, миксер. Тут уже смотрите, как по мощности вашего миксера. В моем получается достаточно от 114 градусов. И в тот момент, когда у вас будет 118 градусов температура, меренга у вас должна превратиться в такую вот, как сказать, в пенное состояние, но не хлопьями летать. И потом потихоньку вливаем сироп. Не сразу все вливаем. Вот у меня уже 135 градусов, это тоже нормально. То есть 29, 35, это нормально достаточно. Вот смотрите, друзья, вот главное по консистенции, видите, и идет как бы острый клювик, но в тот же момент он такой мягкий, не плотный. Теперь будем замешивать макронаж.
Тут в 3 этапа. Сначала берем немного. Здесь можем прям спокойно, прям хорошо вымешать, чтобы немножко как бы облегчить нашу марципановую массу. То есть тут прям сильно аккуратность пока не нужна. Просто тут добавляем, получается, 1/3. Как вымешали, добавляем следующую 1/3. Тоже вымешиваем. Тут уже маленько. И в самый конец, когда мы добавляем последнюю часть, тут уже аккуратно. И уже начинаем смотреть на ленту. Вот, друзья, вот такая вот лента должна получиться. Больше не размешивать. Если вы больше размешаете, соответственно, у вас получается более жидкое тесто, и оно все растекется. Теперь я перекладываю в мешок, и у меня идет насадка круг, размер 1А. Это 9 или 10 миллиметров. И выпекаю я на тефлоне, как я всегда и говорю, что у меня тефлон. Круг у меня 4,5 сантиметра диаметр. Все, и отсаживаем теперь наши макароны. Все, убираю трафарет, и чтобы чуть-чуть выровнять сверху крышечки, я стучу по дну. Но сильно много тоже не увлекайтесь. Вот это у вас он больше растекется. Все, теперь отправляю на сушку. Ну как на сушку, на 15 минут. И в разогретую духовку у меня 150 градусов. Тут тоже все индивидуально. И выпекаю 20 минут. Да, друзья, вот теперь покажу, какой он получается. Видите, как он легко отстает от тефлона. Тефлон у меня марки Allit Baker. Этому тефлону уже, наверное, лет 5-6. Пробовал разные, но вот, наверное, самый лучший он идет. И вот смотрите, какой получается результат. Какая аккуратная юбочка. Глянцевая крышка. И тут, смотрите, друзья, у меня идет миндальная мука. Я всегда работаю на миндальной муке марка Айдин. В этот раз в Метро была акция, ну и я решил попробовать метровскую муку. У меня когда-то был не очень хороший опыт с этой мукой. Ну, в этот раз решил дома попробовать еще раз. Вот здесь у меня идет мука метровская. Но скажу сразу, там шел большой отсев. Где-то с полкилограмма у меня, ну, грамм, наверное, 200 ушел крупного отсева. Поэтому я раза 3-4 просеивал. Также я для подстраховки его сушил на 150 градусах, ну, 10 минут. Через каждые там несколько минут я просто перемешивал. И сейчас покажу итоговый результат, какой внутри получается мясо. Вот еще раз смотрите, какой глянцевый получается. Ну и повторю, что я раза 4 или 5 просеял, потому что очень было много крупного отсева. Ну и вот, друзья, к чему мы всегда стремимся. Красивая юбочка и мясистая крышка. Вот таким вот рецептом, ну, как бы сказать, поделиться. У меня их уже очень много на канале. Просто сегодня решил делать макарон, ну и включу камеру и поделюсь с вами еще раз. Возможно, кто-то новый на канале подписанный попробует и тоже получится результат не хуже. Господи. Так что, друзья, смотрите еще раз. Покажу, какой там внутренний мир, какое мясо.
Все, друзья. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я вам желаю хорошего дня, новых творческих побед и до новых встреч. Всем пока.